that I did. Я не знаю, многие ли из вас знают, но я публиковал большое эссе в форме книжки. And one of the problems in it was that the translator who originally tried to do it could not understand one word that I had used, and used another meaning for it than I had meant. И одна из проблем там была в том, что переводчик, который попытался ее перевести, он не понял одно слово, которое я использовал. And because of that, the entire meaning was lost. Из-за этого весь смысл был утрачен. Now, you might be wondering how a mistranslation of one word could make such a huge difference. Вы, может быть, подумаете, как такое возможно, что недостаточно точный, недостаточно верный перевод всего лишь одного слова может внести, так сильно повлиять. But actually that one word was like a keyhole through which you see everything that was to be revealed in the book. Но на самом деле вот это вот то одно слово, оно было как некая замочная скважина, через которую уже открывалось все остальное, что предполагалось будет явлено в той книге. So when this first translation was finished, those who read it just to test it said, this is very ordinary, something's wrong. И когда первый вариант перевода был закончен, те, кто его начали читать, они читали и говорили, нет, что-то здесь не так, как-то тут все слишком банально, слишком обычно. Because there were other things in there which were contradictory to that. Потому что там явно было что-то противоречащее тому, что на первый взгляд кажется. So another translator contacted me and said, what did you actually mean by that word? И со мной связался еще один переводчик, который меня спросил прямо, что ты в действительности имел в виду под этим словом? And then I explained it. И тогда я его объяснил. And it was like, whoa, this is completely a different book than I thought. И тогда он сказал, ух ты, так тогда получается совсем другая книжка, чем казалось на первый взгляд. So everything was redone and it was totally different. Тогда там все было исправлено, переделано, и все стало совсем по-другому. Because of that experience, I started to see certain things quite differently. Благодаря этому опыту я стал воспринимать некоторые вещи совсем иначе. Now, I don't know if you followed any of the broadcasts or my previous lectures when I was here in April, I guess. Я не знаю, следили ли вы, слышали ли вы все мои телемосты, предыдущие лекции, когда я здесь был в апреле, кажется. We were speaking about interdimensionality. Мы там говорили о межпространственности. Now, that's another word that's filled with problems. Это еще одно слово, которое не так-то просто понять и перевести. It doesn't exist. Его как бы не существует точного аналога такой концепции. Now, I can't say I made it up. Я не могу сказать, что я сам его изобрел. It's kind of an obvious put together of two words, inter and dimensionality. В каком-то смысле это не так сложно, просто соединять эти два понятия меж и пространство или измерение. Other people, not all that many, have used it too, so it's something you do. Другие люди, немногие, конечно, но есть те, которые тоже его используют, поэтому, в принципе, вроде обычное слово. In German, this is a perfectly legitimate technique. You take two words that don't belong together, you stick them together, and you create something. It's no problem. В немецком языке это вообще как бы один из стандартных способов словообразования. Вы берете два слова, которые могут быть совсем не связаны друг с другом, соединяете вместе, получается новое слово. But some people were asking me, what is this supposed to mean? Но некоторые меня спросили, а что это должно было означать? It's not a word. Это не слово. And I was thinking, but gee, isn't it like obvious? Но я сказал, разве это не очевидно? You got this dimension, you got that dimension, and when you go between them, it's called interdimensionality. Вот есть одно пространство, там измерение, есть другое измерение. И то, что между ними, это и есть межпространственность. International, intercontinental. Когда мы говорим о межнациональной, межгосударственной, межконтинентальной. The problem with that was not the word interdimensional. И
И проблема-то на самом деле была не в самом слове, вот этом межпространстве. The problem was to wrap one's head around the fact that a dimension is a thing, and there's another one of those things, and therefore you can move from one to the other. That was the problem. Реальная проблема была в том, что человек, слыша даже это слово или его перевод, мог действительно реально представить себе, что может существовать некое пространство, некое измерение, другое пространство, измерение, и между ними возможен переход. Yesterday I used a word, and we have been talking about it. Вчера я тоже использовал одно слово, и мы с тем сегодня обсуждали его. And he's going to tell you about his problems as a translator. И сейчас он вам расскажет о своих проблемах как переводчика. What do you do with these words that I cook up and use in a totally unusual, non-standard way that have to be translated into another language where they don't exist? И что же делать с этими словами, которые я как будто бы сам изобретаю, которые вообще, может быть, невозможно или не просто понять сразу же, а при этом еще пытаться перевести их на другой язык. And so I think that's very interesting to talk about. Мне кажется, само по себе это нечто интересное, о чем стоит поговорить. And the reason I think it's interesting to talk about is because what I am doing И причина, почему, мне кажется, это стоит себе интересно поговорить об этом, потому что то, что я делаю, seems to be very subtle. кажется очень тонким. Now, to me, it doesn't seem to be very subtle. Лично для меня это не кажется очень тонким. To me, it seems to be quite gross. Для меня это даже кажется довольно-таки грубым. Now, that may sound very strange, but I think I see it quite oppositely than most people. Это может показаться странным, но похоже, что я воспринимаю это противоположно, чем большинство людей. To me, the poor table we used him yesterday is an example. Для меня этот бедный стол, который мы вчера использовали в качестве примера, We're sorry for insulting the poor table. мы извиняемся за то, что невольно как бы оскорбили его. But this doesn't seem to me to be very gross. Но он для меня не кажется особенно грубым. Okay, let's use another word. Dense. Хорошо, используем другое слово. Плотный. It doesn't seem to me to be very dense. Мне он не кажется очень плотным. It seems to me to be quite simple. Мне он кажется довольно простым. Okay, that means I define density differently. Ну, это означает, что я определяю плотность по-другому, иначе. I see density when it is filled with complexity of information. Я воспринимаю понятие плотности, категорию плотности в смысле сложности информации. This table is not complex in its information. Этот стол, он совсем не сложный в смысле информационной насыщенности. It's a table. Это просто стол. It is made of wood. Он сделан из дерева. It sits there. Он просто стоит. We put things on it. Мы на него что-то кладем. It doesn't communicate to me. Он со мной не общается. I don't share with it. Я с ним ничем не делюсь. It's a tool that I use. Это просто некий инструмент, предмет обихода, которым я пользуюсь. Okay, wait a second. Хорошо, There подождите. is an exception. Есть исключения. You know, there is a technique. Вы, наверное, знаете, что есть такой метод. If you take or touch something that someone else has used, you can gather information from that object that has been absorbed from the energy of another person. Вы, наверное, знаете, что есть такие методы, когда вы берете предмет, которым кто-то долго пользовался, и вы можете считывать с него информацию о том человеке, оставленном этим человеком. Like if I take a watch band or a bracelet or a scarf or whatever that somebody has worn a lot, it absorbs their energy and I can read their energy. This is a typical psychic technique. Например, если я возьму чей-то браслет или часы наручные, которые кто-то долго использовал, могу считать информацию об этом человеке. Это довольно распространенный метод. Now, Странный человек или не чрезвычайно огромный, то вы не будете носить стол постоянно с собой. you know, it's half past the table.
или там время по нему смотреть. Anyway. Полвремя, пол стола. You usually don't wear a table. Но обычно мы не носим стол с собой постоянно. You don't embrace the table. Мы его в обнимку вот так с собой не You don't таскаем. sleep with the table. Не спим с ним. в It обнимку. sits there. Он просто стоит где-то. You put stuff on it. И мы на него что-то So кладем. this table, for all intents and purposes, does not have a lot of information connected to it. It's just very dull. Так что этот стол в обычных обстоятельствах при адекватном его использовании, он не содержит в себе так уж много информации. Он довольно-таки такой простой. I don't feel badly for the table. I'm just making a joke for some people. Я ничего не имею против стола, я просто, так сказать, шучу немного. It's fine the way it is. That's its function. It serves us in that way. It's okay. Он нормальный, такой, какой он есть, в той степени, в какой он служит и полезен нам. But I see density in terms of a lot of information. Но я воспринимаю понятие и категорию плотности в смысле насыщенности информации. Because I can only really contact this table when I feel it with touch. Потому что я могу вступить в контакт с этим столом только если дотронусь до него. I'm not going to eat the table. Я не собираюсь есть стол. I'm fairly sure I'm not going to smell the table. Несомненно, я не буду даже пробовать его, нюхать там еще. So basically it's a very limited way in which it interacts with me. По сути, есть ограниченное очень количество способов, каким мы можем взаимодействовать со столом. And since I'm mainly concerned with my consciousness, this is not a very significant density. И так как в основном то, что меня интересует, это мое собственное сознание, то стол он не имеет плотности, в смысле насыщенности информации для моего сознания. When I deal with people, living entities, human beings, plants or animals or divine beings, they're filled with energetic transmissions that have much energy, much information. Но когда я обращаюсь, имею дело с живыми людьми, с растениями, с животными, с божественными существами, они просто переполнены, исполнены от энергетических взаимодействий, насыщенных информацией. So I consider that very dense, И вот это уже я считаю то, что я называю плотным. energetically В dense. энергетическом смысле плотным. This is energetically like air. В энергетическом смысле он почти как воздух. And this that we have here, for instance, very, very packed С with другой стороны, energy. вот та атмосфера, которая у нас здесь, в этом зале, она очень насыщена энергией. In other words, words can only convey as much as your capacity to receive. Другими словами, слова, они могут ровно настолько и в той степени передавать что-то, передавать информацию, в какой вы способны ее с них считывать и понимать. Когда он говорит, по-английски это слово embrace. Если